Привет, друзья! Я Алексей Немцов, главный тренер клуба Arma SMC, и, соответственно, вы на канале Arma Sport. И сегодня мы с вами поговорим на тему развития скоростно-силовых качеств и даже выполним небольшой комплекс. Ну, вернее, вы увидите, как кто-то его выполнит. Напомню, что очень подробно на всех теоретических основах этого дела я останавливался в своем подкасте в первом сезоне. Погуглите, поищите, там есть. Сегодня на основных моментах мы с вами остановимся, чтобы визуально, я вам это сказал, визуально все понятнее, как обычно, вот, и чтобы вы их развивали с должным упорством, рвением и, соответственно, результативностью. Ребят, скоростно-силовые качества – это один из важнейших элементов различных видов спорта, связанных с единоборствами. Это первое. Игровых видов спорта. Там скоростно-силовые качества играют решающую роль. Вот. И, в общем-то, в силовых видах спорта, таких как тяжелая атлетика. Допустим, в пауэрлифтинге это проявляется гораздо меньше, да, можно сказать, вообще не проявляется. Там скорость не решает практически ничего. А вот в тяжелой атлетике это очень важно. И так как мы все-таки с вами кроссфитом занимаемся во многом, да, мы же кроссфит Arma SMC, а в кроссфите есть и тяжелая атлетика, и элементы из игровых видов спорта, такие как бег, прыжки и прочие плеометрические моменты, то скоростно-силовые качества для нас не будут лишними уж абсолютно точно. Вопрос развития вот этих самых скоростно-силовых качеств, он неоднозначен и достаточно сложен. Вся советская методика, ну, вернее, неправильно, не советская методика, а то, что мы привыкли под ней понимать. Методика-то была в Советском Союзе, мало кто ее использовал, что сейчас с завидным постоянством демонстрируют тренеры сборных команд. Я работаю с некоторыми спортсменами, они мне рассказывают о том, как там тренируют, у меня волосы дыбом встают мои, немногочисленные, потому что тренируют абсолютно безграмотно. Но вернемся к нашему вопросу. Именно поэтому вопрос развития скоростно-силовых качеств так важен, потому что он сложен. И сюда не подойдет такой момент, как «бери больше, кидай дальше» и дольше. Вы просто убьете все свои скоростно-силовые качества. Здесь нужно четко дозировать нагрузку, четко дозировать объем этой нагрузки. Именно тогда будет продвижение. Если вы этого делать не будете, продвижения никакого вы не заметите, будете топтаться на месте. Вы должны прекрасно отдавать себе отчет в том, что в основах работы над любым физическим качеством лежит понимание физиологических процессов, которые находятся в основании этого физического качества. Вот работа над скоростью – это всецело аллактатный такой элемент, завязанный на так называемый креатинфосфат. То есть это самая первая ваша энергетическая система, которая работает очень-очень мощно, но очень-очень коротко. Вот понимая это, вы сможете выстроить себе нормально тренировку над скоростно-силовыми качествами. Если вы будете переводить эту тренировку дальше, то есть будете пытаться делать какие-то бешеные ускорения, прыжки очень долго и исчерпаете там креатинфосфат, зайдете уже дальше, то есть гликоген, есть такое слово, да, вы станете сильно закисляться, это не приведет, опять же, ни к чему. То есть понимание физиологии очень важно. Чтобы понять, на каком месте в иерархии крутости скоростно-силовых качеств вы находитесь, вам достаточно выполнить несколько тестов. Прекрасный тест для этого – это бег на 100 метров. Не берите 200, 200 – это слишком мучительно, ну, еще не слишком мучительно, мучительно – это 400. Это уже тяжеловато. 100 или даже 60. Возьмите и сравните свой результат с результатом нормативов разрядных по бегу на 100 метров. Если вы находитесь, и при этом вы не профессиональный бегун, если вы находитесь на уровне 3-го разряда, я, к сожалению, не помню, какие там сейчас точные показатели, потому что разряды меняются с годами во всех видах спорта. Вот. Если вы находитесь на 3-м разряде, это, в общем-то, вполне себе неплохо. Это если вы не бегун. Вот. Если вы бегун, надо задуматься. Возьмите, попробуйте попрыгать на возвышение, либо через возвышение. Обязательно перед всеми этими тестами хорошо разминайтесь. Если у вас при среднем росте, допустим, от 1,70 до 1,80 м я говорю о ребятах, и от 1,60 до 1,70 я говорю о девочках. Если у вас не вызывает сложности запрыгнуть на метр, на коробку метровую, ну, то есть на высоту, равную метру, это для парней, и 80 сантиметров для девчонок, значит, у вас, в общем-то, неплохо со скоростно-силовыми качествами и взрывной силой. Если для вас это очень затруднительно, а еще, не дай бог, вы выше ростом, чем я обозначил, то, соответственно, нужно обратить пристальное внимание на вот это вот качество. Скорость и ваши взрывные качества – это, по сути, одно и то же. Ну, вернее, нет. Сейчас дотошные наши подписчики начнут говорить, да как это так, вы сравнили циклический момент в плане бега и повторный в плане прыжков. Конечно же, нельзя поставить знака «равно» полностью.
Вот, но это проявление одной и той же физиологической системы, то есть аллактатной, креатинфосфатной. И тренировка одного наложится на тренировку другого, то есть здесь функциональный перенос будет максимально объемным, максимально полным. Поэтому мы можем заявить, что это одно и то же. Но, опять же, это с допуском, чтобы вы понимали. Итак, ребят, мы тут с вами все о теории, да о теории, а суха теория, мой друг, лишь дерево жизни зеленеет. Мы сейчас попробуем дать вам не то, что какой-то комплекс, да, вот выполняйте этот комплекс, и будут у вас скоростно-силовые качества. Это называется дать вам просто рыбу. Вы один раз поедите, и все, и будете голодным потом. Мы дадим вам удочку, попробуем дать. То есть понимание того, как в рамках вашей подготовки работать над скоростно-силовыми качествами. При этом сразу хочу отметить, здесь не будет каких-то суперсложных и сложных координационных движений. По той простой причине, что они вам не нужны, если вы занимаетесь борьбой, если вы занимаетесь там ударными видами единоборств, занимаетесь игровыми видами спорта, то вам тратить свое время на изучение технически верного рывка или технически правильного толчка, который будет безопасен при работе с большими весами, которые будут вам давать скоростно-силовые качества, я считаю, это лишняя трата времени. Какие-то основные навыки это да, а дальше не стоит. Поэтому на самом деле меня умиляют тренеры, которые начинают бойцам разучивать технику тяжелоатлетического рывка чуть ли не в сет. Ребята, это просто не нужно. Поэтому перестаньте это делать. Сосредоточьтесь на том, что нужно вашим подопечным. Итак, давайте мы с вами, во-первых, скажем вот о чем. Что вы должны понимать, что отдых при такой работе должен быть значительным. Минимум в 5, 6, а то и в 7 раз больше вашей работы. И работа ваша должна быть короткой, то есть не превышать 15 секунд. Если вы превышаете 15 секунд, то вы, скорее всего, зайдете уже в гликогеновое депо. Вы в него так или иначе зайдете все равно из-за объема работы. Но вы зайдете в него меньше закислитесь и быстрее восстановитесь. Поэтому работа у нас 10 секунд, может быть даже 7, максимум 15. И отдыха у нас, больше в 5-6 раз. Это обязательно понимать. Поэтому берите таймер, всегда работайте с таймером. Вот это, скажем так, универсальная схема комплекса для работы с скоростно-силовыми качествами в рамках подготовки. Я сейчас не говорю о кроссфите ни в коем случае. Это именно для единоборцев, для игровиков. Итак, первым у нас идет. Это какие-то прыжки на возвышение или в длину. Это универсальный способ развития вашей взрывной силы и скоростных качеств тоже. Что это может быть? Это могут быть так называемые многоскоки. То есть, когда вы прыгаете, например, в длину несколько раз подряд с минимальным временем между повторами этого движения. Либо вы можете прыгать на коробку с минимальным временем между повторениями. Могут быть повторные прыжки, то есть это какая-то достаточно большая дистанция, вернее, длина прыжка, либо очень большая высота. Также может быть унилатеральная работа здесь применена, то есть работа с одной ноги. Многоскоки могут быть на одной ноге, когда вы прыгаете, либо на возвышении вы можете прыгать также на одной ноге. Это очень здорово будет развивать не только ваши скоростно-силовые качества, но еще и координационные способности. С первой частью разобрались. Дальше. У нас идет скоростная циклическая составляющая. Она идет вторым номером. Здесь вы можете выбирать какие-то общепринятые моменты. Я бы рекомендовал в первую очередь бег. Это квинтэссенция скоростно-силовых качеств, я имею в виду спринт. Вот. Потом велосипед. Ну, тут, естественно, идет речь о работе на велоэргометре. Потому что на велосипеде, особенно в условиях большого города, на реальном велосипеде, очень тяжело развивать скоростно-силовые качества, потому что много светофоров, прохожих, машин и всего прочего. Велоэргометр – очень классная вещь, именно для ног. Вот. Ну и гребля, для того, чтобы там правильное сочетание работы ног, спины и рук было, тоже очень здорово подойдет под вот эту вот скоростную циклическую составляющую развития ваших скоростно-силовых качеств. Но греблю используйте в самую последнюю очередь, если у вас больше ничего нет. Потому что гребля – это все-таки сложный элемент, грибок – это тяжело, грибок – это правильный грибок, это целое искусство, которому надо учить. Вот. На велосипеде все очень просто, но задействуются только ноги. В беге задействуется все, но опять же нужна техника. Вот. Но по совокупности всех параметров бег, конечно, выигрывает. Едем дальше. Третья часть у нас плеометрическая работа с поясом верхних конечностей. Это, как вы понимаете, руки, широчайшие мышцы, мышцы грудные.
бицепсы, трицепсы, плечи. Основными здесь упражнениями для вас будут в тяговом векторе, когда вы на себя что-то вытягиваете. Это будут киппинг-подтягивания, так называемые, или плеометрические подтягивания, или взрывные подтягивания, их еще называют. Любые подтягивания с раскачкой. Они просто необходимы для того, чтобы развивать вот это вот скоростное движение на себя. Вторым номером толкания чего-то от себя. Тут бесспорный лидер – это обязательно отжимания. Отжимания плеометрические с хлопком перед собой, с хлопком по бедрам, с хлопком за спиной. Ацтек пушап, такие есть очень классные отжимания, кстати говоря. Вот, все виды отжиманий здесь вам в помощь. Можете попробовать отжиматься с прыжком на брусьях, но это травмоопасно может быть. Очень хороший здесь способ – это швунги, штанги. Но опять же, нужно учиться технике, и все-таки швунг – это по большей части развитие взрывной силы таза, не столько рук. А вот когда мы работаем в отжиманиях, тут как раз очень здорово прорабатывается весь толкающий вектор ваш, назовем его так. Вот. И четвертая часть – это работа с мышцами брюшного пресса. Сюда мы внесем броски мяча в пол, то есть когда вы разгоняете его вниз и мышцами брюшного пресса задаете максимальное ускорение, либо вы бросаете мяч в стену с разворота, что очень важно для бойцов-ударников. Ну что, теперь давайте попробуем конкретизировать то, о чем мы сейчас с вами разговаривали, и составить какую-то определенную тренировку. Например, берем из первой части прыжки в длину. Я вообще их очень люблю и предпочитаю их прыжкам на коробку, потому что нет психологической боязни удариться голенью у людей, поэтому прыжки в длину я даю гораздо чаще. Единственное, что здесь нужно понимать, ударная нагрузка на ваши суставы будет несколько выше, поэтому очень важно ваше мягкое приземление. Давайте будем делать их 5 прыжков в длину. Дальше из второй части мы, естественно, возьмем бег. Если у нас есть такая возможность, бег будет просто отлично. Но мы не будем обозначать его дистанцией, так как вы бегаете все с разной скоростью. Мы возьмем 8 секунд. То есть за 8 секунд вам нужно выдать максимальный спринт. То есть максимальную дистанцию пробежать за вот эти вот самые 8 секунд. Едем дальше. Плеометрическая нагрузка на верх вашего тела, на пояс верхних конечностей. Давайте сосредоточимся сегодня на киппинг-подтягиваниях. И выполним их также в течение 8 секунд. В течение 8 секунд мы будем их выполнять. Могу вам сказать, что если вы хорошо подтягиваетесь киппингом или баттерфляем, это будет где-то 9 раз. Вот. Если вы подтягиваетесь не очень хорошо, то будет, допустим, 6. Но этого будет вполне достаточно для развития взрывных качеств. И для работы с прессом мы выберем броски мяча в пол. То есть слэм-бол он еще называется. И будем выполнять их в количестве 7 повторений. То есть тоже, чтобы нам уложиться в обозначенные мной 7-10 секунд. Вот, 7 повторений, это как раз где-то 10 секунд и получится. И как мы будем работать? Мы поставим таймер каждую минуту. Каждую минуту он у вас будет пищать. Это, в общем-то, достаточно удобный способ структуризации своей тренировки. В первую минуту вы сделаете 5 прыжков в длину на 220 сантиметров мальчики и 190 девочки, к примеру. Во вторую минуту вы выполните за 8 секунд максимальный спринт. В третью минуту вы выполните подтягивание на время за 8 секунд, как можно больше. И в четвертую минуту будете выполнять 7 бросков мяча в пол. Если вы почувствовали, что немного задыхаетесь, возьмите следующую минуту как минуту отдыха. Если вы чувствуете себя хорошо и легко восстанавливаетесь, то продолжайте работать так же. Главное, смотрите, не переберите. Больше 4-6 раундов вот этой работы делать не стоит, иначе вы опять же заберетесь в гликоген, назовем это так, и будете сильно закисляться и угнетать то, что вы развивали в предыдущие 4-5 раундов.
Ну что, друзья, вот, пожалуй, и все, что вам нужно было знать о развитии скоростно-силовых и взрывных качеств. Подписывайтесь на канал Arma Sport и на все каналы, где я появляюсь. Ставьте лайки. Удачи!